Друзья мои, всем доброе утро. Я обещала, что на этой неделе буду снимать ритуалы для практиков, поскольку считаю, что мне есть что им дать, мне есть чему их научить, помочь, объяснить многое. И я думаю, что моя помощь для них бесценна. Конечно, для тех, кто это ценит. Итак, знаете, испокон веков пытались мешать человеку силы, пытались мешать людям, которые помогали очень многим, потому что основная часть нашей работы, я уже объясняла, это помощь. Лишь 10% это наказание, кара и прочее. Основная часть нашей работы направлена на помощь человеку. Но очень часто люди, которым очень хочется как бы самоутвердиться, как им кажется, правда, это не сходит с рук и не остается безнаказанно, это доказано временем, веками. Любой, кто трогает ведьму, получает очень жестокий отпор, очень страшную кару. Это все равно, что трогать кобру и считать, что она тебя не ужалит. Ужалит еще как, что ослепнешь, оглохнешь, отравишься и сдохнешь. Но еще со времен древних веков пытались мешать работе ведьм. Ведьм, колдунов, ведьмаков, знахарей. Дорогие друзья, вообще власть имущие люди, они тоже как бы родом из детства. Они помнят бабушек, которые заговаривали им грыжу, заговаривали им, скажем, какие-то болезни. Они прекрасно знают, они тоже выходцы из народа, они точно так же дети народа. И когда говорят о том, что там посадили ведьму, колдуна, мне смешно, потому что ведьму, колдуна никто сажать не может. Никто не может сжечь ведьму и колдуна. Когда говорят, в средние века жгли ведьм, в средние века жгли всех неугодных и тех, чье имущество можно было бы, значит, взять в папскую казну. Жгли людей по доносам. Потом это дошло до такой истерии, что в Европе практически не остался ген красоты и красивых женщин. Поэтому без пластической хирургии не могут обойтись, потому что стали мужеподобные. От чего это произошло? Это произошло именно по той причине, что беспощадно убивали ученых, убивали умных людей, красивых людей. Но среди них не было ведьм и колдунов. Если кто-то и попадался, значит, он либо шел вопреки желанию силы и не хотел практиковать, его за это наказали. В основном наказывают нас только за то, что мы хотим бросить это ремесло. То, что говорят, что я вот практикующий, но я только для себя делаю, только для родных, это чушь собачья, такого быть не может. Эта сила нас изнутри сожрет. И обязательно со временем мы принимаем людей, без этого никак. Нам для людей и дали, собственно, это все, чтобы мы были посредниками между людьми и духами. Поэтому в эти все сказки темного леса, конечно, может поверить только отсталый и не очень развитый интеллектуально человек. Ну да ладно. Итак, почему власть имущие, во-первых, опасаются таких людей, прекрасно знают их силу. Они не глупые люди, они проходят там психологию, они отлично это все изучают. Они прекрасно могут отличить человека, который ноль в этой профессии, человека силы, понимаете? Прекрасно. Если вам кажется, что они не наблюдают за нами, не знают нас, вы очень сильно ошибаетесь. Пока мы ничего не делаем такого, пока мы не представим никакой опасности никому, спокойно они за этим наблюдают. Мы им не мешаем, они нам не мешают. Вы знаете, ладно, не буду этот пример приводить. Не нужно это, может быть, будет нескромно, но в любом случае знают нас, прекрасно знают. И ко мне приходили люди, которые во властных структурах, и я им помогала, как вам сказать, подняться до определенных кресел,
значит, дослужиться до определенных званий и так далее. Конечно, не через связи, конечно, через магию, но оно получалось. Избежать определенных проверок и прочее, прочее. Не будем об этом говорить. Так что имейте в виду, что настоящих практиков они прекрасно знают, особенно если ты находишь пропащих людей, и эту заслугу не приписываешь себе, поскольку ты об этом не говоришь. Да? Будем молчать, нечего это все распространять. Просто учтите, имейте в виду, что настоящих колдунов-ведьм никогда власти не обижают. Никогда. Они могут попросить помощи у таких людей. Они прекрасно различают шаромык и настоящих. Так что вы уж не думайте, что они такие уж прям не в себе люди, чтобы рисковать своим местом. Они очень дорожат своими креслами, они очень дорожат своими погонами и прочее. И поэтому вообще властимущие люди и люди преступного мира очень суеверные, они очень боятся всего. Почему? Потому что они прекрасно знают, что все, что они себя представляют, это их положение. Если они это положение потеряют, то потеряют все. Поэтому никогда в жизни, видя настоящих, они никогда не рискнут трогать этого человека. Но в любом случае, чтобы мелкая шакалва, например, там по-всякому не портила вам кровь, давайте я вам, дорогие друзья, дам заговор, который основан на заговорах моей бабушки, точнее моей прабабушки. Я один раз подарила заговор своей прабабушке, человек, который недостоин был этого. Мы тоже учимся на ошибках. Нам иногда, знаете, перекрывают бдительность. А как еще нас научат, если мы ошибки не будем совершать? Сами подумайте. Если мы все будем видеть, знать, то на каком примере, где мы наберемся опыта жизненного, согласны? Поэтому некоторое время бывает, что усыпляет нашу бдительность, чтобы показать, что чрезмерно не подпускай к себе человека, чрезмерно не откровенничай, слишком не помогай и так далее. Таким вот образом. Но я вот отдала, да, бабушкин ритуал, и потом за это была наказана. И поэтому напрямую я вам ее ритуал отдать не смогу. Не имею права. Но на основе этого ритуала считайте, что вы слышите тот же самый почти заговор, чуть-чуть видоизмененный. Может, подогнанный под наше время. Потому что тогда таких названий чиновников не было. Я не знаю, этот ли заговор читала моя прабабушка, когда моего прадеда забрали комиссары расстреливать. За что? За то, что у него была там лишняя коза была. Вот, он воспитывал сирот, этот бедный человек. И вот у него была лишняя коза и большое хозяйство, скажем так. И по закону военного времени, в сталинское время, отвели его расстреливать. И, может быть, она читала этот заговор. Я не буду утверждать, потому что я не люблю говорить так легендами. Может быть, но то, что она спасла моего деда своим колдовством, это факт. И об этом знает все наше село. Так вот, 2 раза выстрелили в него, и вышла осечка. И когда он испробовал свое оружие, значит, воздух, он выстрелил. И тогда он отпустил его. Он сказал, какая-то сила не дает мне тебя убить, иди. Не хочу, значит, брать грех на себя. Он его отпустил. Так что от власти имущих, даже от расстрела, если заговор тот, за основу которого я взяла и создала свой, спас моего деда, то уж представьте, насколько он был сильный. Читайте это 7 раз. Просто можете зажечь свечу, можете даже обычную восковую свечу. Любое время, когда вы чувствуете эту опасность, или когда вам просто хочется для спокойствия, можете раз в неделю читать. Я вас уверяю, что вы будете незаметны, что вы будете спокойны, вы будете спокойно работать, вам никто ничего не скажет, вас никто не тронет. Если даже человек захочет вас тронуть или что-то сделать, или что-то сказать, или как-то докопаться до вас и надоедать, да, потому что это называется надоедать, потому что мешают, отвлекают в сторону человека, и он, конечно, не может помочь многим людям, которые чуть ли не на ладан дышат, да. И человек, который даже захочет заняться вами, например, попортить вам кровь, у него настолько появится много проблем, что ему будет просто не до вас. Если он не дурак, он поймет это и отстанет от вас. Если дурак, значит, он в этих проблемах и погрязнет.
Если помните, когда пришли Вангу арестовывать из-за того, что она там сказала, что Сталин умрет, это было там великое страшное дело, в общем, такое прям предательство, пахло расстрелом. И когда ее уводили, она сказала этому человеку, в общем, этому инспектору, мол, я никуда не сбегу, я здесь тебя подожду, иди к себе домой, тебя ребенок тонет. Тот подумал, что она там что-то хочет сделать. И между делом, скажу, всех сильных людей, вот людей именно, которые известны были своей силой, изначально называли аферистами, мошенниками, шарлатанами, по-всякому на них устраивались травли. На всех. Кого хотите, берите. От Ленорман и до Ванги. Вот. Когда Ленорман назвали там аферисткой, мошенницей и так далее, она назвала одного из генералов, что он будет будущий король, и так и произошло, так он отправил ей золотое бриллиантовое колье с золотыми там украшениями, по-моему, что-то в этом роде, в благодарность. Всегда не хотели люди принимать правду, им было намного легче думать, что все такие сякие, чем принять эту правду, что есть люди, которые видят, которые могут что-то, ну не что-то, а намного больше, чем другие обычные люди, да. Так вот, когда Ванга сказала, что его сын тонет в колодце, иди спаси, а я не убегу, тот посчитал, что, значит, она там пытается увернуться, не стал ее слушать, и когда пошел домой и узнал, что его сын утонул, после этого он даже не подходил к дверям Ванги. Вот так вот, дорогие друзья. Так что учтите, наши силы нас очень сильно берегут. Ни одну настоящую власти преследовать не будут. Хотя бы по той причине, что она настоящая, и что люди благодарны, довольны, и люди идут, люди уважают. Вы ж не знаете, сколько спасенных жизней, да, благодаря этому человеку. Ну, мне кажется, догадываетесь, но, конечно, точную цифру никто не знает. И с другой стороны, потому что у нас есть очень много защитных ритуалов, которые срабатывают на ура. И это тоже учтите. Поэтому я говорю всегда, что настоящая ведьма настолько верит своим силам, своим духом, что она абсолютно неуязвима. Она даже мысли не допускает о плохом в своей жизни. Давайте продолжим. Итак, 7 раз читайте. Я сейчас уставший, прочитаю, конечно, 1 раз. За 7 гор 7 дьяволов пришли мне на защиту. От страха перед теми 7 дьяволами не подойдет ко мне, к моему телу и душе, ни один властимущий. Сбегут от тех 7 дьяволов судья, прокурор, любой казенный человек, каждый чиновник, каждый контролер, каждый проверяющий, каждый, кто носит мундир, каждый, кто карает, кто судит, каждый из них навек про меня забудет. Как не думает орел о мыле, так и не думает власть обо мне, о моем теле, о моей душе. За 7 гор 7 дьяволов пришли мне на защиту. От страха перед теми 7 дьяволами сбегут от меня властимущие. За защитным щитом тех 7 дьяволов я от властей сокрыта, защищена, навеки спасена. Да будет крепко мое слово. Вот так-то. Проводит это только практика. Если вы хотите защититься от проверок бесконечных, от преследования властей, например, если у вас свой бизнес и прочее, просите это сделать практику. Самим этого делать нельзя. Это ритуал именно для практиков. Всем удачи!